Это видео о второй части плетения подноса с заданным размером дна. Ссылочка на первую часть появится сейчас у вас на экране. Вот у меня получились вот такие ручки. Окантовочку я буду делать веревочкой в 3 трубочки. 2 трубочки рабочие я вот вывела. Третью добавляю. Получается, значит, вот отсюда вывела. Поправляю вот отсюда. На вот эту часть, которую я уже сплела, у меня ушло 230 трубочек. Так, плету веревочку в 3 трубочки. Смотрю, вот видите, узор моего подъема повторяет узор веревочки в 3 трубочки. Поэтому я буду плести веревочку в 3 трубочки в другую сторону. Ну или можно плести обратную веревочку, начать. Будет то же самое, чтобы получился этот узор вот такой с красивыми галочками, как косичка. Я буду плести прямую, но в другую сторону, потому что прямую веревочку плести, как вы знаете, удобнее, чем обратную. Закрываю веревочку в 3 трубочки. 2 перед, 1 за. Вот. 2 перед, 1 за. И последнюю. В результате получилась такая косичка. Веревочка в 3 трубочки. Чуть-чуть потемнее я беру трубочки. Как красила я трубочки в этот цвет. Это мока морилка. Так же, как вот палисандр. Ссылочку на видео вы увидите у себя на экране. Как я красила палисандр. Также я пробовала разводить мокко. Вот такие оттенки у меня получились. Это вот не разбавленный мокко, вот темные трубочки, а это разбавленные в разных пропорциях. Я их смешала, чтобы получить небольшой меланж. И вниз под трубочки вот так вот просто добавила еще по одной, чтобы получить пары. Наращивание, как и при плетении веревочки, выходит за стоечками. Закрываю веревочку в 3 трубочки, аналогично обыкновенной веревочке, которая не парой плетется, а обыкновенной. Также стараюсь вытянуть сюда стойки, потому что они так стараются внутрь завалиться. И закрываю 2 перед, 1 за, тоже парами. Чтобы получился узор в виде косички, также плетем теперь обратную веревочку вниз, так же как мы плетем обратную веревочку одной трубочкой. Закрываем идентично обыкновенной веревочке обратной. Так, смотрим по рисунку. Так, одну я просто заложила трубочки, одну вот у меня получается вот прядь вот ушла, надо к ней вторую, то есть под одну, ну под 2 в нашем случае, и еще одну пару, последнюю. Тут уже получается надо под вот эту и вот эту, под по 2 пары прядей, то есть вот в этот отверстие продеть. У верхней меняю цвет, а нижнюю обрезаю и убираю в плетение.
Так, веревочка в 2 трубочки будет, поэтому эти я вообще обрезаю, и они тоже убираются в плетение. Обычную прямую веревочку в 2 трубочки. Доплела ряд, закрываю. Как закрыть ряд подробно веревочки в 2 трубочки, есть видео на канале, можно посмотреть по ссылочке. Далее я связаю, у меня же одна стоечка вышла короткая, другая длинная. Короткую стоечку срезаю. И проплетаю еще один ряд веревочки в 2 трубочки, тоже прямой, чтобы закрыть пенечки. Сразу намечаю. Вот здесь вот будет у меня ручка. Так, центральная у меня стоечка, вот она. 2, 3. Вот они будут мои ручки. Поэтому эти 2 я не срезаю. Их я буду использовать для ручки, для создания ручки. То есть 2 вот этих я не срезаю. Оставляю. И с другого торца тоже 2 я не срезаю. Как я выбираю, из скольки трубочек делать загибку. То есть и вот еще самый, вот это вот самый у меня короткая. Вот она, самая короткая трубочка. Я ее и смотрю, подгибаю. То есть вот подогнула и смотрю, насколько у меня выйдет. То есть она где-то вот так. Готовлю дополнительные. Здесь дополнительные. Я делаю хвостики небольшие, чтобы легче вытащить было потом при закрытии. Нет, розга из 3. Все. Вот она. 1, 2, 3. А 4-я пустая, она не считается. Значит, из 3 трубочек. Обыкновенная розга из 3 трубочек будет. Дохожу до трубочек, где их 2, до места, где 2 трубочки. Вот. 2 обвожу, чтобы выходило изнутри. Потом оставляю маленькую, чтобы она вот ровно шла по прямой. А другую беру. Вот мне выйдет, что она вот из серединки выходит, как будто туда воткнута была дополнительная трубочка. И продолжаю так плести по кругу. И закрываем по рисунку. Сразу вынимаю все добавочные трубочки. До оплетки делаю вот такую ручку. То есть добавляю еще, так как у нас здесь вот они внутрь уже вставлены и закреплены, к ним надо приклеить трубочки, чтобы они не выскочили во время плетения. Я добавляю еще 3 трубочки.
Так, и вот вставила. И теперь, чтобы проконтролировать высоту, ну вот, беру трубочку, чтобы ровная была. Срезаю. И высота получается вот у меня. Вот посюда. Тут тоже можно срезать. С другой стороны ее устанавливаю. И трубочки вытянула. И все. Теперь можно зафиксировать их опять скотчем. Вот, чтобы получилась вот такая ручка друг на друга, чтобы смотрели. Можно, чтобы друг на друга, можно, чтобы в разные стороны, но чтобы вот так. То есть ручка у нас готова к оплетанию. Я беру 4 трубочки сразу. Так, здесь трубочки я добавляю внутрь поглубже, чтобы оплетать. И 2 трубочки, ну, оставляю, ну, сколько вот, чтобы хватило. Ну, вот больше, чем половина трубочки. Для того, чтобы вот обвести. Все 4 их складываю. Так, сейчас 2 сначала. То есть вот они пошли, 2 трубочки. И эти подставила. И пошли они у меня вот так. Вот получается 4 трубочки сразу. Здесь вот они идут туда-назад. Я их наращиваю, чтобы спрятать место наращивания. Как можно острее срезаю. Так, использую зажим. Так, вывела наружу, сделала замочек, обернула вокруг и подвела под замочек. Так, и смотрю, с этой стороны я уже выводила, значит, буду выводить с этой стороны. Готовлю стоечки и вывожу. Становитесь спонсором моего канала, и вы сможете присутствовать или смотреть в записи эфиры о создании изделий со всеми моими размышлениями, ошибками, а также нюансами плетения.
Над ошибками мы работаем, разбираем, смотрим, что не получилось, и переделываем. Так вы сможете очень помочь мне в развитии моего канала и получить от меня огромную благодарность в виде различных бонусов, которые я предлагаю своим спонсорам. А также для спонсоров моего канала будут доступны курсы по плетению изделий с нуля. Мое сопровождение от того, как крутить трубочки, как их красить, обрабатывать, что лучше сплести. Разберем ошибки плетения. Становитесь спонсором моего канала уровня плетения изделий. И вам будут доступны и плетение изделий, и курсы для начинающих. Увидимся! Задавайте мне вопросы, если они будут интересны, я с удовольствием сниму на них видео ответы.